Однажды холодным пятничным утром Джон отвел свою дочь Оливию в гостиную и сделал с ней нечто шокирующее. Однако он не знал, что там была камера. Когда его жена Сандра проверила камеру, она не поверила своим глазам. Она разрыдалась. Самое удивительное, что эта история произошла сразу после пугающего инцидента, который чуть не разлучил родителей Оливии. За несколько недель до того, как Джона застукали за этим занятием со своей дочерью, он вернулся с работы раньше обычного и направился прямо в комнату Сандры. «Дорогой, ты рано вернулась?» — спросила она, однако встретила холодный взгляд. Она никогда не видела такого выражения в глазах Джона, и это напугало ее до глубины души. Джон выглядел ужасно. Его глаза были налиты кровью, как будто он проплакал весь день. Хуже того, от него пахло алкоголем. Сандра знала, что Джон, за которого она вышла замуж, никогда не стал бы пить и садиться за руль, значит, что-то было не так. «Почему?» Наконец нарушил молчание Джон и с трясущимся голосом произнес: «Сандра, зачем ты это сделала?» Сандра была сбита с толку. Она подошла к Джону и попыталась обнять его, но он остановил ее. Сандра была потрясена. Джон никогда так с ней не обращался. Однако вместо того, чтобы рассказать ей, в чем проблема, Джон пошел в комнату Оливии, где она спала в своей кроватке. «Ты моя. Я тебя так люблю. Я не могу без тебя», — произнес он спящей Оливии, и слезы потекли из его глаз. Сандра пыталась разговорить Джона, но он молчал. Он не стал ужинать и лег спать раньше обычного. Всю ночь он ворочался на кровати, не находя себе места. Она тоже не могла уснуть. В конце концов, Джону удалось задремать на несколько минут, но внезапно он проснулся с криком: «Оливия!» «Ладно, на этом все», — огрызнулась Сандра. Она устала от игры в ожидание. Джону нужно было рассказать ей, в чем проблема. Разозлившись, она разбудила его. «Ты ведешь себя странно с тех пор, как вернулся с работы, но ничего не сказал. Это сводит меня с ума», — сердито сказала она. То, что она услышала дальше, заставило ее замереть. Джон сел на кровать, запустил пальцы в волосы и закричал: «Чарльз вчера приходил ко мне в офис. Он сказал, что Оливия не моя, а его». «Что?» — запнулась Сандра. Чарльз был первой любовью Сандры и ее давним парнем. «Нет, нет. Чарльз лжет. Мне нужно, чтобы ты доверял мне», — ответила она дрожащим голосом. «Я действительно хочу, но помоги мне понять», — произнес Джон, и затем он попросил телефон Сандры. Она передала ему телефон, и Джон проверил журнал ее звонков, который показал, что за последние 7 дней она получила около 10 звонков от Чарльза, и она также звонила ему несколько раз. «Вы разговаривали за моей спиной. Все, что он сказал, правда?» Вопросительно взглянул он на женщину, которую любил всем сердцем. «Почему ты снова с ним разговаривала, и почему не сказала мне? Мы никогда ничего не скрываем друг от друга», — спокойно произнес Джон. «Я знаю, что ты борешься за повышение по службе, и тебе нужно быть в хорошем настроении. Я не хотела тебя беспокоить. Я бы никогда не сделала ничего, что могло бы причинить тебе боль», — сказала она, а затем продолжила рассказывать Джону о том, как Чарльз внезапно начал звонить ей в последние несколько дней, умоляя ее вернуться в его жизнь. А она отвечала на его звонки только для того, чтобы попросить его держаться подальше, поскольку она счастлива в браке. Пока она все это объясняла, Джон внезапно вскочил с кровати, открыл шкаф и достал сумку, которую брал с собой на работу накануне. Он открыл ее и достал конверт. «Я бы очень хотел доверять тебе, Сандра, но все это сводит меня с ума». «Хорошо, я понимаю причину, но как ты это объяснишь?» Спокойно сказал он и высыпал содержимое конверта на кровать. Когда Сандра увидела, что лежит на кровати, у нее подкосились ноги,
и она упала. В конверте были фотографии Сандры и Чарльза в гостиничном номере. Судя по датам на фотографиях, они были сделаны за неделю до свадьбы Джона и Сандры. «Что ты можешь сказать? Просто скажи мне правду, и я прощу тебя. Я так сильно люблю тебя, Сандра, несмотря ни на что», произнес Джон спокойным тоном. Обливаясь слезами, Сандра объяснила, что действительно встречалась с Чарльзом за неделю до их свадьбы. «Он угрожал лишить меня жизни, если я откажусь встретиться с ним. Мы встретились в баре отеля, но Чарльз пожаловался, что у него внезапно закружилась голова, и ему нужно отдохнуть. Поэтому я пошла с ним. Правда в том, что я тоже чувствовала вину за то, что бросила его. Я считала его своей второй половинкой, пока не встретила тебя. Я также пришла туда, чтобы извиниться перед Чарльзом за то, что причинила ему боль. Я бросила его ради тебя и чувствовала себя виноватой из-за этого. Доверься мне. Ничего не произошло. Клянусь своей жизнью. Мне жаль, что я скрыла это от тебя. Я должна была сказать тебе. Оливия твоя дочь. Между Чарльзом и мной ничего не было». Зарыдала Сандра. Джон оказался в затруднительном положении. Чарльз даже предложил пройти тест ДНК, и вот теперь Сандра заявляет, что Оливия принадлежит ему. Несмотря на все это, Джону было невыносимо видеть, как Сандра плачет, поэтому он придвинулся к ней поближе и обнял. Затем он попросил ее перестать плакать и сказал, что все будет хорошо, но на самом деле все было не так хорошо. Пара немного отдалилась друг от друга. Джон не хотел проходить тест, но он знал, что это единственный способ разрешить ситуацию, которая вот-вот разрушит его брак, поэтому он пошел на это. Однако, ожидая результатов анализа ДНК, Джон продолжал стараться быть любящим мужем. Он заверил Сандру, что любит ее, независимо от результатов теста. Что касается Сандры, то она постоянно корила себя за то, что скрывала от мужа важную информацию. Неделю спустя пара смотрела телевизор, когда телефон Джона внезапно запищал. Это было электронное письмо. Как только Джон прочитал это, телефон выпал у него из рук, а из глаз потекли слезы. Сандра даже не потрудилась спросить его, о чем было письмо. Она знала, что в нем содержится. Поэтому она подбежала прямо к Джону, заключила его в объятия, и они поцеловались так, словно это был их первый поцелуй. Они вложили в этот поцелуй много страсти. Джон чувствовал себя виноватым из-за того, что какая-то его часть сомневалась в своей жене. Но, учитывая все эти доказательства, кто бы на его месте не усомнился. Что касается Сандры, она чувствовала, что ничего этого не случилось бы, если бы она не скрыла от Джона инцидент со встречей с Чарльзом и их недавним общением. На следующий день, после того, как анализ ДНК подтвердил, что Оливия, дочь Джона, Сандра отправилась в супермаркет за продуктами. Она отсутствовала около часа, и именно тогда Джон сделал со своей дочерью нечто совершенно неожиданное. Недавно Сандра установила камеры по всему дому, чтобы следить за передвижениями Оливии, поскольку та была активным ребенком. Сандра не проверяла камеру, пока не легла спать. Джон спал рядом с ней, и поскольку ей еще не хотелось спать, она решила посмотреть записи, чем занимаются Джон и Оливия, пока она отсутствует. План состоял в том, чтобы хорошенько посмеяться и отправиться спать. Она и не подозревала, что будет плакать. Когда Сандра включила запись и нажала на воспроизведение, она услышала громкий плач Оливии. Затем она увидела, как Джон встает с дивана в гостиной и направляется в спальню Оливии. Она слышала, как он что-то напевает ей, но девочка продолжала плакать. Несколько минут спустя камера показала, как Джон возвращается в гостиную с Оливией на руках. Он поставил ее на пол, а затем пошел включить музыку. Когда заиграла музыка, Джон начал танцевать. Видя, что все его попытки успокоить дочь не увенчались успехом, он решил сделать что-нибудь креативное и забавное, просто чтобы поднять дочери настроение.
Сначала Оливия просто смотрела на своего отца, но его танцевальные движения были такими забавными, что Оливия, которая до этого плакала, начала смеяться. Но то, что малышка сделала дальше, растрогало Сандру до слез. Оливия тоже начала копировать движения своего отца, и вскоре они уже танцевали, обнимая друг друга и смеясь. Это было настолько красивое и эмоциональное зрелище, что Сандра не смогла сдержать слез. Она видела, как сильно Джон любил Оливию, и для него было бы невыносимо, если бы выяснилось, что она не его биологическая дочь. Но, несмотря на это, она знала, что он все равно любил бы ее по-прежнему. Посмотрев видео, Сандра придвинулась к Джону и поцеловала его, сказав: «Спасибо тебе за терпение и доброту. Мы с Оливией очень тебя любим. Ты хороший человек». Возможно, Джон услышал ее во сне, потому что повернулся к ней лицом и прошептал: «Я люблю тебя еще больше», прежде чем снова захрапеть. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.